Давненько я не делилась, что смотрю, а так хочется поделиться. Все эти популярные новинки: «Огненный дракон», «Остров сокровищ», «Школа под прикрытием», там еще парочку дорам вышло. Их и так все обсуждают, но мне хочется рассказать именно о китайских дорамах. Да, они немножечко кринжовые, но они так поднимают настроение, что прям ух. В основном это миники, и в основном это актеры Дайка Джен, Джень Фантун. Мне прям эти актеры очень нравятся. Гао Джен мне еще в дораме «Моя девушка-единорожка» приглянулся. Не знаю, почему у него потом карьера в какие-то миники ушла. В основном и такие, можно сказать, дорамы второго сорта, наверное. Но мне нравится, как он играет. А Джен Фантун я еще помню по дораме «Мой парень Хаски». Потом как-то я ее потеряла из виду. Но все же как-то мне с ней попалась дорама, и я начала опять с ней смотреть. Так вот, дорама с ней, которую я посмотрела, это «Возвращение в 1998 год». Показано наше время. У девушки ссорятся родители, и она наблюдает весь этот процесс, выбегает за матерью и видит, что мать садится в машину к какому-то мужчине. И девушка видит мужчину не полностью, видит только руку и шрам. Злая, она бежит и смотрит на Луну и высказывает все свое недовольство, как так ее семья вдруг развалилась. И она там загадывает желание и падает в 98 год. И падает она сразу на красавчика-мужчину. В какой-то момент она думает, что этот парень, на которого она упала, и есть мужчина, который увел ее мать из семьи, и начинает всячески с ним флиртовать, чтобы он не разбил в молодости пару отца и матери. Она к нему всяко подкатывает, что, наверное, очень противоречиво для того времени. И там всякие вот эти моменты прикольные, как она подкатывает к нему, как она с ним танцевать начинает на дискотеке. При этом, когда парень ей говорит: «Ты ко мне подкатываешь», она все время это отрицает. Все же ей удается сделать так, чтобы родители были вместе, но за этим всем скрывается то, что она действительно влюбилась в парнишку. И вот приходит время возвращаться ей назад, потому что часики-то тикают, и если она не вернется назад, возможно, что-то с ней случится, потому что у нее уже начались там признаки такие нехорошие по здоровью. В итоге она возвращается назад, но тоскует по своему любимому из 98 года. Уж конкретно так спойлерить не буду, но концовка хорошая. Также я смотрю «Дождь любви» с актерами Дайка Джен и Джен Фантун. Ну, прям очаровашки эти актеры. Драма приглянулась тем, что наконец-таки сломаны все эти стереотипы, когда парень ухаживает за девушкой. Здесь девушка, бизнесвумен, сама берет все в свои руки, приходит к мужику и предлагает ему контракт о заключении брака. Но тут не все так просто. Оказывается, у них уже есть дети. И ее предложение о заключении фиктивного брака, естественно, преследует какую-то цель. Спойлерить тоже не буду, сериал «Мини». Кому нужны спойлеры, в комментариях спишемся. Но кто смотрел, делитесь, как вам дорамка. Также эта пара снималась вместе в «Вечной любви» и вместе горничной. «Месть горничной» я так и не посмотрела, а вот «Вечная любовь» мне тоже очень понравилась. Короткая, забавная, она кринжовая, конечно, но вот отвлечься, посмотреть на это, так сказать, кринжовый мир, почему бы нет. Также с Гао Дженем сейчас выходит «Птица в клетке». Это про месть семейства. Но, думаю, там прям много вот этой китайской страсти. Отзывы там прикольные у дорамы. Я пока не начала смотреть, но, думаю, возьмусь за нее тоже. А кто смотрел, пишите в комментариях. И также с этим актером выходит «Важное дело», дорама о кризисе семейных отношений. Молодые люди размышляют о том, хотят ли они сохранять свой брак или нет. Тоже, надеюсь, приступлю к этой дорамке. Естественно, я посмотрела «Первый мороз». Дорама мне очень понравилась, несмотря на то, что я ждала именно того братика из «Скрытой любви». Я уже, наверное, об этом везде говорю. В «Первом морозе», в принципе, меня все устроило, но вот эти именно моменты, когда он там дерется с мужиком, довольно-таки здоровым, да, мощным, какой-то худенький мальчик, мне кажется, это не очень правдоподобно выглядит. Ну, так скажем, кринжатина. Но в любом случае все остальные моменты, поддержка парня, поддержка подруги, то есть именно какие-то психологические моменты, да, поддержки друг друга
и взаимопонимание разговоров действительно очень хорошо подобраны, отыграны очень хорошо. Ну и тут важен, наверное, перевод все-таки какой-то определенный, потому что я несколько раз меняла озвучки, и мне показалось, что в дублик ТВ все-таки лучше эти моменты раскрывают. В общем, «Первый мороз» милая, нежная такая дорамка, приятные актеры. В общем, я не пожалела, что ее посмотрела, хоть изначально и не хотела. Ну и плюс я не особо любитель длинных серий, там, когда это все растянуто. Но здесь из-за того, что я смотрела практически каждый вечер ее, она, в принципе, у меня быстро как-то так пролетела, я даже и не заметила, что в ней там 30 с лишним серий. Кто смотрел, тоже делитесь в комментариях. А кто не смотрел, думаю, что все-таки стоит посмотреть. Если любите романтику, нежность, разговоры, очень душевная дорама. Также меня притянула дорама «Самая лучшая». Актеров данной дорамы я еще не встречала, честно говоря. И дорама вот «Самая лучшая», она меня тоже поразила тем, что она не выглядит какой-то малобюджетной, второсортной дорамой. Довольно-таки вот вообще все приятно. Приятные актеры, как главные, так и второстепенные. Приятна сама картинка. Снята очень красиво. Красивая природа, красивые ракурсы. Есть некоторые моменты, переходы какие-то иногда не очень, они заторможены. Но это вообще не проблема, это все теряется на фоне того, что там происходит. Девушка встречает парня-врача, и мне кажется, что у них там прям сразу вот эти отношения какие-то зародились, какие-то чувства появились друг к другу. Но при этом всем девушка уже была несколько лет в отношениях с парнем. Но они были в разных городах, парень ее был за границей. Причем врач сразу к девушке тоже стал проявлять симпатию. В первый же день после приема он вышел к ней и напомнил еще раз, когда нужно забирать рецепт. Хотя там на ресепшене женщина, которая выдает все эти препараты по рецепту, она и так напоминает всем клиентам, всем пациентам, в какое время нужно забирать лекарства. Мне сразу в этот момент показалось, что ага, парень-то откатывает. Понравилось еще, тут снова сломали вот эти стереотипы, что парень там ходит, долго добивается девушку. Нет, тут тоже сразу. Девчонке понравился парень, она уже там со своим рассталась, и она, недолго думая, конечно, по пьяни, но целует парня. Конечно, там есть вот эти моменты, то притягивают, то отталкивают друг друга пара, но это как-то так довольно-таки быстро вроде все произошло, и там не было такого, что когда парень предложил девушке встречаться, она ему отказала сначала, потом ходила, все время размышляла. Там тоже эти размышления, конечно, вполне логичные и понятные, потому что она, грубо говоря, недавно рассталась с парнем, который 7 лет в отношениях была, и тут у нее новый крендель нарисовался, и она не понимает просто сама свои чувства, то ли ее тянет к нему, то ли тянет, потому что кто-то ее бросил, и ей хочется найти какую-то отдушину, да, с кем поговорить. И с ним приятно разговаривать, он находит правильные слова, он говорит какие-то позитивные вещи, он ее действительно поддержал словом в тот момент. И, естественно, она могла запутаться в этом. То есть ее тянет к парню как к мужчине, то есть у нее какие-то чувства к нему, либо это просто недостаток поддержки, потому что родителей она не хотела напрягать, да, и она не рассказывала о своих проблемах, что ее там бросил парень, что у нее начались психологические проблемы, проблемы со сном, то есть ей там снились кошмары, она не спала толком, а парень-врач, он как раз-таки смог в этот момент найти нужные слова, подобрал причем ей лекарства, потому что изначально она ходила к нему как на прием, а в дальнейшем у них уже, естественно, там все закрутилось и вертелось. Конечно, когда я новостной выпуск собирала об этой дораме, в новостях я не говорила об этом, но сейчас, наверное, стоит сказать, рейтинги у дорамы высокие, и несмотря на то, что дорама изначально не давала как бы больших надежд, то есть она была вот выпущена не как ожидаемая какая-то супер дорама. Рейтинги у нее действительно с первых серий пошли вверх. Но комментарии, конечно, самих вот пользователей вот этих китайских меня вообще поразили. Они там начали обсуждать, какая она некрасивая, что у нее зубы большие, что зубы кривые, глаза косые, один больше, другой меньше. Да и серьезно,
Как на такое вообще можно обращать внимание? Ну так уж природа распорядилась, что вот человек таким родился. Я не знаю, почему люди так судят, но понятно, у них там культ вот этой красоты, идеальности какой-то. Но я когда смотрю дорамы и вижу, человек выглядит не как все на одно лицо, я наоборот радуюсь, что наконец-то живые люди, нормальные люди, а не как с картинки все нарисованы искусственным интеллектом. Да и пусть у нее там кривые зубы, да я даже на это внимание не обратила, насколько она классно сыграла и отыграла вообще свою роль. Как она к парню там приставала, разговаривала с ним, как она с родителями вела себя. Девчонка просто реально классно отыграла. В общем, дорама клевая, рекомендую, кто не смотрел. Вот кто хочет нежности, вот этой атмосферности, вам сюда. Это называется, когда помощь психолога не помогла, я смотрю дораму. И еще одна дорама, которую я начала смотреть, и она меня, в принципе, тоже затянула. У нее 20 серий по 40 минут, и притянула меня актер Синь Чжао Линь. Давненько я тоже с ним ничего не смотрела. Наверное, больше его все знают по дораме «Милашка-программист». И, в общем, дорама вышла уже 5 серий. Начало прям меня тоже зацепило, прикольное. Он директор там какого-то отеля крутого, а она скандальная девчонка, которая только что уволилась с работы из магазина за правду. Она какую-то правду сказала начальнику магазина, ему не понравилось, и он ее уволил. В общем, девушка приходит в его отель, опустошает там мини-бар, устраивает там песни-пляски в номере, на что, естественно, жалуются другие гости отеля. И, естественно, в ее номер ходит тот самый главный. Но из-за того, что она пьяненькая, она ударяет его по голове, и он теряет сознание. И утром они просыпаются в одной кровати. Но тут сцена такая вся прикольная, миленькая, без всяких вот этих недоговорок, как обычно бывает. Он сразу ей все предъявляет, говорит: ты сама виновата, ударила меня, я упал, поэтому мы спали вместе в кровати. Она уходит из отеля, на ресепшене ей говорят, нужно доплатить, потому что она опустошила весь там мини-бар в своем номере. Она, конечно, оплачивает, но придя домой, пишет плохой отзыв. После чего этот директор находит ее, говорит, что вот мне нужна такая честная работница, я тебя нанимаю на работу, но мне нужно только 3 дня. И все, теперь она у него работает, у нее есть 3 дня, чтобы найти все косяки по отелю. Она уже с комнаты начала ему предъявлять всякие претензии, а ему, в принципе, это и надо, потому что истинную правду там редко кто говорит. Поэтому его прям зацепила вот эта скандальная девчонка своей правдивостью. Поэтому будем смотреть, что там будет дальше. Но я думаю, все будет круто, классно, и, конечно же, они будут вместе. Ну и также, конечно же, я, как и большинство, смотрю все корейские новинки. О них, наверное, нет смысла говорить, потому что их, в принципе, и так все обозревают, все рассказывают. А вот именно вот эти дорамки китайские, о них как-то мало говорят, поэтому я хотела поделиться именно китайским кинематографом. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем добра, всем пока.